Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Вы когда-нибудь задумывались о том, что животные — настоящие мастера маскировки? Мы привыкли, что они скрываются в таких своеобразных местах, как дуплы деревьев, пещеры, норы. Но некоторые животные способны превращаться в совершенно невероятные образы. Они так умело маскируются, что можно потратить часы, пытаясь разглядеть их среди окружающей среды. Так наши меньшие братья скрываются от врагов или, наоборот, подстерегают свою добычу. Мы покажем вам, как прячутся на виду змеи, совы, хамелеоны, леопарды и многие другие. Подготовьтесь к удивительному путешествию по миру животных-невидимок. Поехали! Импала или чернопятая антилопа. Вы только посмотрите на это стройное, грациозное животное. Оно внешне похоже на газель, но при этом является близким родственником коровьих крупных антилоп. Ареал обитания чернопятых антилоп простирается от Уганды и Кении до Ботсваны и Южной Африки. Они селятся группами в галерейных лесах, кустарниковых саваннах и сухих редколесьях. Там они легко сливаются с окружающей средой и становятся невидимыми. Коричневый окрас шерсти с черными полосами по обеим сторонам задних ног и маленькая голова с заостренными ушками делают импалу неприметной посреди африканских ландшафтов. У самцов вырастают большие лировидные рога, но их также сложно отличить от веток. Все, что можно увидеть, белый мех вокруг рта. Если же маскировка оказалась неэффективной, импала может спастись бегством, развивая скорость до 60 км в час и совершая прыжки до 2-3 метров в высоту и до 8-9 метров в длину. Морской конек-тряпичник. Этот представитель лучеперых рыб обитает в водах Индийского океана, вблизи австралийского континента. Взрослые особи вырастают до 35 сантиметров в длину. Обычно они окрашены в желтый, зеленый или голубой цвет, который меняется в зависимости от настроения и обстоятельств. Почему этих коньков называют тряпичниками? Все благодаря тому, что тело и голова морских обитателей покрыты отростками, имитирующими веточки водорослей. Можно подумать, что это плавники, напоминающие маленькие колышущиеся в воде тряпочки. Но отростки служат только для маскировки, а передвигаются коньки с помощью полностью прозрачных грудных и спинных плавников. Важно подчеркнуть, что тряпочники предпочитают оставаться малоподвижными, ведь непревзойденный камуфляж затрудняет плавание. Медноголовый щитомордник. Длинная, ядовитая и практически незаметная. Такое комбо выбила эта змея. Она вырастает до 1 метра в длину, имеет массивное мускулистое тело и треугольную голову медного цвета. Тело щитомордника окрашено в желтовато-бронзовый или красноватый цвет с поперечными желто-коричневыми пятнами. Опасная змея встречается в южных штатах США и северных штатах Мексики. Она любит скалистую лесистую местность, заросли у ручья, каньоны и пустынные оазисы, места, где есть укрытие и солнечный свет. Гуляя в таких уголках, будьте осторожны, ведь ядовитые хищники используют свой камуфляж, чтобы оставаться незамеченным. Спрятавшись среди листьев, щитомордник поджидает свою добычу – птиц, рептилий, грызунов. Но вряд ли вы будете рады столкнуться с этой змеей в походе, даже если ее укус редко приводит к смертельному исходу. Большая рогатая сова. Сова – символ мудрости. Это знает даже ребенок. Но откроем вам секрет. По интеллекту она не умнее обычной вороны или голубя. Зато совы являются искусными мастерами маскировки. Особенно умело прячется большая рогатая сова. Могущественная крупная птица ведет ночной образ жизни, а днем отдыхает, укрываясь на верхушках деревьев, в парках, лесах и даже на открытых площадках. Она отличается красновато-коричневым оперением с пятнами и черно-коричневыми прожилками. Нижняя часть обычно светлее с горизонтальными полосами коричневого цвета, ногти и клюв темно-серые. И голову украшают рога, пучки темных перьев. Такой окрас позволяет сове слиться с лесной палитрой, а мягкое оперение помогает ей летать и принимать любую форму.
Встретить это величественное создание вы можете по всему континенту Северной Америки и по большей части Южной. Если, конечно же, вам удастся ее обнаружить. Листохвостый мадагаскарский геккон. В 2000 году на далеком Мадагаскаре ученые обнаружили гения маскировки – листохвостого геккона. Способность прятаться на виду – главная особенность этого ящера. Чтобы вы понимали, исследователям понадобилось 2 десятилетия наблюдений, чтобы полностью описать его. Гекконы обитают в диких лесах острова, где мастерски имитируют опавшую листву, кору деревьев, мох и даже песок. Ящерицы, как правило, имеют коричневый окрас со всевозможными оттенками. При необходимости животные могут изменить цвет на серый, черный или бежевый. Их плоское тело, плотно прижавшееся к поверхности, практически не отбрасывает тень. Неподвижную ящерицу выдают только большие стеклянные глаза. И то только если вы будете внимательно вглядываться. Супергеройская маскировка защищает гекконов от естественных врагов – сов, орлов, змей и крыс. Но даже если кому-то из них удастся схватить плоскохвостую ящерицу, то она оставит хвост и благополучно убежит. Снежный барс или ирбис. Давайте проведем эксперимент. Посмотрите сюда. Сможете ли вы найти самую неуловимую кошку в мире? Можете нажать паузу. Ну как? Честно, мне очень трудно было ее найти. И это неудивительно. Снежного барса, который притаился в ожидании добычи, практически невозможно заметить. Большая кошка обитает исключительно в холодном климате в горах Центральной Азии от Афганистана до Северной Индии. Ее шуба имеет дымчато-серый окрас с кольцеобразными и сплошными темными пятнами. Среди серовато-коричневых камней ирбис становится невидимкой и легко может поймать себе обед. Также густая шерсть и теплый подшерсток защищает его от горных холодов. Но труднодоступность места обитания и профессиональные навыки маскировки сильно затрудняют исследование природы животного. Белая куропатка. Белые куропатки обитают исключительно в северном полушарии Земли, на территории с самыми суровыми условиями жизни. Они относятся к отряду куриных, но от обычных кур отличаются фантастическим умением маскироваться. Птицы меняют свой наряд в зависимости от времени года. Зимой куропатки белоснежно-белые, и вы вряд ли сможете отличить их от снега. Чувствуя опасность, они замирают, и только если приглядеться, можно заметить черный глаз и темный клюв. Ранней весной самцы окрашиваются в бурые и рыжие оттенки. Летом уже оба пола приобретают бурый окрас, который помогает им затеряться среди веток. Ну и ближе к зиме куропатки снова надевают теплый белый наряд, и даже их ноги покрываются густыми короткими перьями. Такая смена образа помогает птицам выживать при сильных морозах. Лунка серебристая или хохлатка буцефал. Эта ночная бабочка точно достигла уровня продвинутого пользователя по умению маскироваться. Вот что вы видите? Бабочку или сучок? Оба ответа правильные. Но вы посмотрите, как идеально насекомое копирует сломанную сухую ветку. Хохлатки – бабочки средних размеров. Самки обычно крупнее самцов. Передние крылья имеют серебристо-серый окрас с округлым желтым пятном, которое обведено 2 темными линиями. Задние крылья бело-желтого цвета с коричневыми жилками. Часть брюшка и грудь имеют густой волосяной покров. Хохлатки встречаются почти по всей Европе до самого полярного круга. Селятся в пойменных и смешанных лесах вдоль водоемов и лесов. Интересный факт: если ночью повесить фонарь, то бабочка полетит на свет. Тогда к чему эта маскировка? Леопард. «Кто не спрятался, я не виноват», так сказал бы леопард, если бы мог. Эта крупная хищная кошка по размеру уступает льву и тигру, но при этом является не менее опасной. Широкие, сильные, совершенно бесшумные лапы и стройное гибкое тело предназначены для быстрого бега и надежного удерживания добычи. Обладая такими великолепными данными, леопард может подкрасться к жертве на расстояние 30-40 сантиметров. Совершенный хищник. Важную роль в охоте играет окрас. Короткая густая шерсть имеет основной рыже-желтый оттенок, разбавленный черными кольцеобразными узорами. Характерный окрас помогает леопарду успешно прятаться в листве и траве. Отдыхать пятнистая кошка любит на деревьях, но найти ее там очень сложно. А встретить леопарда можно в лесах, саваннах и горах Африки, а также в южной половине Восточной Азии. Хамелеон.
Если говорить о маскировке животных, то хамелеон — это первое, что приходит на ум. Благодаря своему умению менять окраску и рисунок кожи, эта рептилия стала одной из самых известных в мире. В природе существует множество видов хамелеонов, и каждый из них обладает своими особенностями в способности менять цвет. Как это у них выходит? Весь секрет заключается в сокращении и расширении особых пигментных клеток, которые находятся в коже по всему телу. Рептилии могут менять цвет при испуге или изменении температуры воздуха и освещенности. Большую часть времени хамелеоны проводят, сидя на ветке, неподвижно. Своим липким языком они ловят насекомых, которые не замечают, что на дереве притаился хищник. Хамелеонов можно встретить во многих уголках мира, где преобладает сухой и жаркий климат. Однако почти половина всех известных видов обитает на Мадагаскаре. Исполинский козадой — это крупная южноамериканская птица, вырастающая до полуметра в длину, имеет достаточно неординарный внешний вид. Наружная часть ее клюва очень мала, но сама ротовая щель настолько велика, что ее края доходят до уха. Выглядит это, мягко говоря, не очень симпатично. Исполинские козадои обитают в тропических лесах Южной Америки. Они активны ночью, а днем отдыхают на пнях либо на ветках. Оперение птиц имеет преимущественно серый окрас с темными полосами и пятнами. Заметить козадоя в дневное время задача со звездочкой. Он сидит на дереве неподвижно и выглядит как продолжение своего сидячего места. Более того, козадой настолько уверен в своей невидимости, что вы можете подойти к нему вплотную, а иногда даже притронуться. Удивительная птица. Камень-рыба или бородавчатка. Камень-рыба — это опасный хищник, который обитает в бассейнах Тихого и Индийского океанов, преимущественно в тропических зонах. Ее можно встретить на коралловых рифах, прячущуюся в расселинах скал. Все тело бородавчатки покрыто наростами и гребнями и имеет крапчато-бурый окрас. Она выглядит жутко, как большой безобразный камень. Рыба ведет малоподвижный образ жизни и благодаря своей внешности легко маскируется под поверхность. Ее спинной плавник состоит из 12-14 толстых шипов. В шипах расположены железы, вырабатывающие яд. Официально это самая ядовитая рыба в мире. Если человек случайно на нее наступит и в первые часы не получит необходимую медицинскую помощь, то все может закончиться летальным исходом. Бородавчатка любит находиться в прибрежных водах Красного моря у берегов Восточной Африки, Индонезии, Австралии. Поэтому всегда смотрите под ноги. Это были 12 животных, которые освоили искусство маскировки на отлично. Как вы думаете, если бы вам выпал шанс увидеть каждого из них в дикой природе, смогли бы вы кого-то разглядеть? Обязательно напишите свои ответы в комментариях. Нам будет интересно почитать.